Всем привет, с вами CryptoLevel. Мы сегодня рассмотрим кое-какие монеты для нашего портфеля. Я расскажу, почему я их буду докупать. И сразу покажу, куда их можно будет застейкать, для того, чтобы наши активы не лежали без дела. Ну и первая монета, как вы догадались, это BitDAO. Давайте сначала посмотрим, что у нас по биткоину. Биткоин просел на 42 тысячи, грубо говоря. Вот давайте за месяц посмотрим график. Вот он тупо улетел вниз. Поэтому я думаю, что сейчас самое подходящее время покупать монеты, пока рынок расположен к нам в этом плане. Вот BitDAO мы видим $1.94, хотя можно было ее купить по $1.87. Ну, в общем, почему именно BitDAO? Вы все знаете эту монету, но не все знают, что этой монете она всего лишь с августа месяца. То есть это новая монета, она еще не запампена. Вышла она тоже $1.79 на старте была. Ну, максимум она падала вот на $1.24. Сейчас $1.94 это не так много для этой монеты. Вот давайте по рыночной капитализации. Она занимает 211 место. По популярности эта монета сейчас в топе. Она очень рекламируется, очень двигается, но место в рейтинге пока занимает 211. И я верю, что это не ее место, она будет идти дальше. И плюс это не бесполезная монета. Эту монету мы можем стейкать, и благодаря этой монете мы можем еще многое другое. Но это уже я буду делать отдельное видео по этой монете. В общем, столько, сколько эта монета вкидывает в рекламу. Об этом говорю, кстати, не только я, об этом говорят многие блогеры. Рано или поздно эта реклама начнет себя окупать. Понятно, что сейчас рынок лежит, люди ничего не покупают, но когда рынок придет в себя, я верю, что эта монета пойдет вверх. Насколько, опять же, я не знаю. То есть это мы все делаем на свой страх и риск. Стейкать мы ее будем на Bybit. Давайте быстренько ее застейкаем и перейдем к другим монетам. Заходим на Bybit, активы, спотовый аккаунт. Как заводить сюда деньги, я не буду вам показывать. Я думаю, это и так всем понятно. Нажимаем внести. Перевел я сюда $200, вот они. Переходим сразу в рынки. Нажимаем Bybit, торговля. Выставляем количество, вот оно, Bybit и купить Bybit. Нет, давайте это сделаем по рынку, наверное. Нажимаем рынок, чтобы не ждать ордера. Выставляем 100% и купить Bybit. Переходим в фотовый аккаунт. Все, биты у нас есть. В общем, что мы делаем дальше? Дальше заходим в Buffett Center, нажимаем Pool, выбираем. Здесь мы будем их стейкать. Нажимаем добавить в стейкинг. Видим минимум 50 бит, то есть если у вас будет меньше, вы не сможете их застейкать. Сначала нажимаем на эту кнопку перевести. Из спотового аккаунта в Buffett аккаунт выбираем все, в нашем случае подтвердить. Опять заходим в Buffett Center Pool, нажимаем добавить в стейкинг, выбираем максимум, ставим галочку я согласен, начать. У нас деньги застейканы, их можно забрать в любой момент. Дальше переходим в Buffett аккаунт. Здесь мы видим всего инвестировано сколько, общая доходность и дневная доходность. То есть здесь мы можем просмотреть полностью всю нашу доходность. Как это все забрать? Заходим в ордера, вкладочка Order Buffett, нажимаем. Тут видите, ничего не подсвечивается. Нажимаем Launch Pool. Вот наши средства. Нажимаем забрать. Сумма в битах пишем. Все, деньги в нашем доступе. Сильно я вам не разжевываю, так как я буду делать отдельное видео об этом. И ссылки все будут в описании под видео. Переходим к следующим монетам. Следующая монета это самоед. Сейчас он стоит 3 цента. Кто за ним наблюдал, видели, что он доходил до 24 центов. Я хотел его купить по 17 центов, когда он упал. Но потом увидел, что торгуется он там на 2 или на 3 биржах. И решил, что это просто очередной скам. В общем, сейчас он стоит 3 цента. И, как оказалось, они очень хорошо развиваются в соцсетях. Это реально активная команда. И давайте посмотрим, где он торгуется. Вот прошло 1,5 месяца. Нажимаем рынки. И я увидел, что очень многие платформы его добавили к себе. И я надеюсь, когда восстановится рынок, его будут еще более активно покупать. Многие ждут самоед по $1. И если он даже вернет свое предыдущее значение, это уже будет очень большой плюс и будут большие иксы. Ну и по капитализации находится на 420 месте. То есть это тоже неплохо. Для роста у него есть большой потенциал. Пересмотрел я все биржи. Нашел единственная биржа, где можно его застейкать. Это на Хоббите. Здесь мы его будем покупать и стейкать. Все, $60 прилетело. Чем хороша эта биржа? Здесь не надо никакой верификации. Можно просто пройти регистрацию, включить двухфакторную аутентификацию и торгуйте себе. Можно это делать без проблем. Ссылка тоже будет в описании. Значит, здесь заходим в обмен. Ищем самоед. Нажимаем на него. Так, и нам надо купить самоед и купить его по маркету. А проще взять вот ордер и купить столько, сколько нам надо. Есть. Так, что ж не на все деньги.
Отлично. Купили на все деньги. Все, после этого нажимаем инвестиции. Кнопочка, вот она. Ищем здесь самоед. Вот он у нас. Нажимаем детали. Дальше нажимаем передача активов. С обычного аккаунта на инвестиционный. Нажимаем все, перечислить. Вот они пришли, отлично. И также здесь нажимаем на кнопку все. Дальше все. Вот мы видим наш ордер. Ну и приблизительно через сутки или может чуть-чуть больше. Здесь будет значение, сколько мы зарабатываем в сутки, а здесь будет значение, сколько мы уже заработали. Дальше появится кнопка Redeem, то есть снять депозит. И так же самое вы можете его снять и перевести на спотовый счет. Вот инвестиции, нажимаем сюда. У нас появляются продукты, нажимаем вот эту кнопку и попадаем в панель управления нашими активами. Ну и самую интересную монету я оставил напоследок. Эта монета называется Star Launch. Я думаю, многие из вас слышали уже об этой площадке, хотя она вышла 1,5 месяца назад. Я реально это упустил из виду, потому что все следили за выходом этой площадки, чтобы успеть купить эту монету. Но так как эта монета вышла, скажем так, на относительно пустом рынке, мы можем эту монету купить по отличной цене. Давайте посмотрим, сколько она стоила, какие давала иксы. Кидаем график на 3 месяца. Монете 1,5 месяца, вот она вышла, получается, 10.11 вышла она с ценой 3.20, достигала она 21 доллара. И сейчас у нее цена лежит 6.50. Скажем так, благодаря сегодняшнему положению рынка мы абсолютно ничего не упустили. Возможно, монета будет еще дальше падать, так как биткоин лежит. Но я ее беру на небольшую сумму и буду просто докупать. Итак, в рейтинге показывается 3600 место, но я не думаю, что это сильно объективно, так как рыночной капитализации тут у нас нету. И рыночной капитализации при полной ремиссии тоже у нас цифр никаких нету. Зато у нас есть цифры, объем за 24 часа, это 380 тысяч долларов. Это вообще небольшие деньги для этой монеты. Можно сказать, вообще абсолютно ничего. И я почему ее докупаю? Я боюсь, если этой платформой заинтересуются какие-то киты, крупные инвесторы, возможности у нас больше не будет купить эту монету по такой цене. Итак, в общем, конкретнее о том, что это за монета и что это за платформа, давайте перейдем на их сайт. Star Launch. Тут говорится о том, что это IDO-платформа с лаунчпадами, которая сделана на Solana. Или грамотнее сказать, работает на сети Solana. В общем, это не важно. Купить ее можно приобрести. Продается эта монета только на одной бирже FTX. Это свапалки. Через них мы и будем покупать сейчас эту монету. В чем суть этой площадки? Если коротко, то сюда просто надо завести монету, застейкать ее. И нам за это будут выплачивать какие-то монеты, за которые мы сможем покупать разные локации. В общем, я в этом до конца не разобрался. Видео я делаю для того, чтобы вы успели купить те монеты, которые вам нравятся. И сам я хочу просто успеть застолбить какую-то часть монет и по ходу разобраться, как работает этот сайт. В дальнейшем я хочу сделать полный пошаговый обзор этого сайта. Ну а если вам интересно, то давайте попробуем застейкать эти наши монеты, чтобы они не лежали без дела. Чтобы когда выйдет полная пошаговая инструкция какая-то, у вас уже было за что покупать локации, которые здесь есть. Для этого нам понадобится кошелек Phantom. Подключить надо его к сайту, наверное. Вот, сайт его видит. Create account. Ага, это подтверждение транзакции. В общем, нам эти монеты сейчас надо закинуть на Phantom, точнее доллары, а на Phantom уже купить Star Launch. Открываем Phantom. В нашем случае мы будем вносить Solana, так как у нас кошелек пустой, а за газ нам надо будет платить Solana. Поэтому, чтобы не вносить Solana и USDT, мы сразу возьмем Solana и поменяем ее на Star Launch. Нажимаем на Solana, внести, копируем адрес. В общем, купил я на бирже Solana, пробовал перевести на этот адрес. Деньги у меня списались, 5 часов нигде ничего не было, я уже начал переписываться с биржей. Вернули мне Solana назад на биржу. Решил попробовать через Binance, тут тоже написано на сети перегрузка. Я перевел USDT на FTX. Тут вообще простая конвертация. Вот я конвертировал на Solana. Попробовал отправить на 10 долларов на Phantom. Пришли реально за 1,5 минуты деньги на Phantom, вот Solana. Но остальные можно в принципе конвертировать прямо в Star Launch. Вот Solana, пишем Star Launch, ставим максимум, конвертировать. Есть 13 монет Star Launch. Дальше вывод, возьмем адрес, внести, копировать, вставляем его сюда, сохраним на всякий случай.
Star Launch, пишем название адреса. Так, вроде бы все. Итак, проверяем кошелек. Есть, Star Launch пришел. Давайте опять попробуем зайти в дашборд. Смотрите, он уже подхватил и видит наши 13 старт. В общем, скажу сразу, я пока деталей не знаю, но чтобы участвовать в IDO, нам нужен токен Гидрозин. Гидрозин нам может сгенерировать старт токен. То есть мы его должны застейкать и сгенерировать таким образом Гидрозин. Заходим вот в эту вкладку, открываем бокс. Так, давайте на русский язык переведу. Смотрите, можно сделать ставку без блокировки, то есть наши старты не будут блокироваться. Но мы будем 76% в день терять токена Гидрозина. Либо застейкать его полностью на 90 дней и забыть про этот токен. И тогда мы будем полностью покупать, то есть нам будет полностью генерировать нормально Гидрозин на 100%. Я выбираю ставка на 90 дней, подтверждаю. Надо выбрать токены. Точка 1 из 7 попробуем. Так, а где наш Гидрозин теперь? Где-то все увидеть. Да, старт токены списались. Так, назад. Ага, вот все, отлично. У нас вот эта коробка, вот написано Locket, залочена на 90 дней. И вот уже начали генерироваться сразу вот этот Гидрозин. Climb это по ходу снять. В общем, я сделаю отдельное видео по этой площадке. Также сделаю отдельное видео по Bybit площадке. И самое важное, Solana. Solana, если вы переводите с другой биржи, то комиссию просят там что-то около 6 или 8 долларов. Здесь же на FTX я заплатил комиссию за перевод Solana в размере 1 доллара. То есть, конечно, поэтому советую лучше переводить сначала на FTX USDT. Верификация тут несложная, не надо никаких отправлять фотографий, ничего, просто надо будет прописать свой адрес и все. Этого будет достаточно для того, чтобы вводить и выводить в сутки 2000 долларов. Да, и чтобы вы понимали, вот этот Гидрозин, если я не ошибаюсь, можно будет продать отдельно, вывести на биржу и продать его. Ссылки на все биржи я оставляю в описании. Во-первых, по Пантому, по кошельку, он создается точно так же, как MetaMask и работает на тех же принципах. Если вы работали с MetaMask, то с Пантомом у вас проблем не будет. И если вы не работали с MetaMask, я могу ссылку на создание кошелька MetaMask оставить в описании. И второй нюанс, который я хотел сказать, это по поводу перевода средств. Если вы сюда переводите USDT, нажимаем депозит, вам предлагают перевести на этот адрес, но обратите внимание, что здесь сеть ERC20. Вы будете, скорее всего, переводить через TRC20, поэтому вам надо будет скопировать сеть, вот эту TRC20. Если вы с другой биржи переводите USDT на сети Solana, значит вы копируете вот эту ссылку на сети Solana. То есть, чтобы сеть у вас совпадала и там, и там. Если сети не совпадут, то вы можете потерять все свои средства. Будьте внимательны. В общем, берегите свои активы, не забывайте подписываться на наш канал, чтобы мы могли увидеться в следующих видео.